Всем привет. Идет экзамен. Все как могут пишут билеты, кто сам, но большинство со шпаргалок. Правда, за их использование нещадно из аудитории выгоняют. Преподаватель Зверюга свое дело знает. Ряды постепенно редеют. Тут в аудиторию заглядывает декан. «Здравствуйте, что за группа? Что сдаем?» Преподаватель в ответ. «112-я группа, сдают матан». Декан. «Любитель, небось?» Посписывать. Преподаватель. Да нет, любитель давно в коридоре. Здесь одни профессионалы остались. Всем привет, дорогие друзья. Вещает и транслирует Хакман. Вы на канале Hackman Games. Продолжаем прохождение Heavy Rain. Кинематографичной игры от Quantic Dream. Что ж, поехали. Ага. Вот оно как работает. Бабочка. Волчья морда. Не думайте, Итан. Говорите первое, что придет в голову. Краб. Смерть. Смерть. Вот результаты вашего МРТ. К счастью, все в норме. Физических повреждений мозга нет. Однако тревожит ваше психическое состояние. Вам сейчас нелегко, но пора вернуться к жизни, Итан. Не вините себя в случившемся. Джейсон погиб из-за меня. Он мог остаться жив, не отвернись я тогда. Случилось несчастье. Такое с каждым может произойти. Поймите, нельзя вечно винить себя в смерти сына. Как там Шон? Он очень замкнутый мальчик, как говорится, вещь в себе. Он очень доверяет маме, а меня сторонится. А вы сами, Итан, что чувствуете вы? Я не хочу больше жить. Не вижу ни малейшего смысла. Даже ради сына, Шона? Я не спас Джейсона. Шону не нужен такой отец. О чем еще вы хотите рассказать, Итан? Иногда у меня бывают провалы. И я не знаю, что я делаю. Я прихожу в себя рано или поздно. Сам не знаю где. И не представляю, как туда попал. Это может быть связано с той травмой? Сильное сотрясение мозга. 6 месяцев в коме. Трудно сказать, как именно такой шок скажется на мозге. На сегодня все. Продолжим разговор через неделю.
А вы счастливчик. Немногим удается выжить в подобных ДТП. Не сказал бы, что я счастливчик, доктор. Хочешь перекусить? Что сегодня нового в школе? На меня опять наорала училка. Сказала, выгонит, если еще раз опоздаю. Нехорошо получилось, Шон. В следующий раз сделаем вместе. По рукам? Что-то случилось, Шон? Не, все нормально. Не хочешь пойти и поиграть с друзьями? Мне неохота. А, бумеранг. Умеешь его бросать? Нет, не совсем. Он не возвращается обратно. Можно мне бросить? Надо научиться ловить его. Ух ты, получилось, пап! Хочешь попробовать? А у меня не получится. Да ладно, давай вместе. Смотри, самое главное – это правильная поза при подаче. Бросай его прямо и немного вправо. Ну-ка, кидай! Получилось! Здорово, пап! Отлично, Шон! Вот, совсем не трудно. Ха. Так, ну и чё? Давненько я не сидел на качалке. Что скажешь? Да, Так, надо, короче, завоевать доверие с сыном.
Давай, пап, хочу летать. Че, пойдем еще куда-нибудь? Давай на эту карусель. Спорим, я раскручу тебя так, что ты не удержишься. Ну, зашибись. Ура! Хочет еще и второго сына угробить, что ли? Скрутить, чтобы не удержался. Давай, пап, еще быстрее. Давай, пап, еще быстрее. Быстрей! Не обязательно бежать, можно сидеть. Голова закружилась. Тренировка для космонавтов, парень. Так, чё, где еще? По-моему, дождь собирается. Думаю, нам пора идти. Ага. Слушай, я тут всякого наговорил. Я просто злился. Ты был прав, что разозлился. Не стоило на тебя срываться. Мороженое можешь купить, нет? Эй, пап, можно покататься на карусели? Можно? Конечно. Выбирай коня и садись. Я куплю билет. Один билет. С вас $1. Так. Люди. Походу я на этой улице что-то должен найти. Джон! Джон! Да нет там уже никого.
Блин, это трындец, если рюкзак остался. Джон! 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 Наверху, может, он. Джон! Нету? Да как так-то? Опять? Опять оригами в руке? А не сам ли он убийца и похититель? Так, ну и чё? Меня арестовали, получается? Думаете, это надолго? Нет, он скоро закончит. Играть, что ли? А чё не в танке? Так, и сяк. О, можно встать, нет? Ну, долго мне сидеть еще. Я ухожу, Шарлин. Отчеты просмотрю позже. Отмените все мои встречи на сегодня. Ладно. А, капитан, агент Норман Джейден из ФБР ждет вас. Джейден, конечно, мы вас давно ждем. Честно говоря, я спешу. Может, пойдете со мной? Поговорим по пути. Да, конечно. Я хотел представиться, прежде чем приступать к работе, но может лучше в другой раз. Нет, лучше сейчас. Правда, у меня пресс-конференция. И так каждое утро. Поверьте, устаешь думать каждый день, что им сказать. К счастью, сегодня новости есть. Вы уже видели Блейка? Да, сегодня утром. У него свои методы, но он хороший коп. Уверен, вы поладите. Вы умеете завязывать галстук? Может быть.
Честно говоря, нам не очень-то нужна помощь ФБР, но пресса так и наседает. Дело мастера оригами в самом деле становится проблемой национального масштаба. В этой стране сотни убийц, но знаете ли, этот маньяк-оригинал оставляет цветы и оригами эти. Пойди пойми, как пронюхала пресса, на нас словно свет клином сошелся. Мое дело отыскать убийцу. При всем уважении, сэр, остальное меня не касается. Нет. Ну что вы. Я жду, что вы добьетесь успеха и очень быстро. Пресса жаждет результатов, и надо подать их на блюдечке с голубой каемочкой. С криминалистикой у вас лучше, чем с узлами. Не надо, сам справлюсь. И Шарлин может показать вам ваш кабинет. Советую также заглянуть на пресс-конференцию. Она даст вам представление, какая у нас тут обстановка. Спасибо, сэр. Добро пожаловать, Джейден. Так, и чего? Что я здесь могу сделать? Выйти могу? Парковка. Нет, туда мне не надо. О, пресс-конференция. Произошло удавление. Судя по стилю убийства, Джереми очередная жертва мастера оригами. Следствие должно подтвердить это предположение. Полиция делает все возможное, чтобы быстрее найти убийцу. Теперь вопросы. Вы сказали, это может быть новая жертва мастера оригами. Расскажите подробно. Оригами была зажата в руке жертвы. Она выделена цветок орхидеи. Лицо покрыто грязью. Так, ничего интересного пока что. Примерно такой же участок был в Детройт Become Human. Пусто. Комната для допросов. Тут больше ничего интересного. Тоже ничего. Брифинг. Туалет.
А чё такие брюки-то грязные? Агент ФБР, блин. Брюки грязнющие. Короче, ничего интересного. Столовая, что ли? Кофеечек. Что случилось-то? Кофе не понравился. Ничего интересного. Угу. Окей, я готов. Для начала можно обсудить подробности. Сейчас я немного занят. Обсудим это чуть позже, хорошо? Ладно. Не страшно. Дайте знать, когда закончите. Интересно, так обидно звучит. Вроде пришел помогать, а никто ничего с ним. Все занятые. Отличные часы. Мы дарим такие часы новым лейтенантам. Последние 20 лет всем, получившим повышение. Позволяет экономить время, и все бывают рады подарку. Вы тоже можете внести свой вклад. Нам немного не хватает. Передайте Ларе мои поздравления. Непременно, сэр. Капитан сказал, вы отведете меня в мой кабинет. Да, конечно. Идемте. Ну, зато рядом с туалетом далеко не надо ходить. Это мой кабинет? Вас велели отвезти сюда. Если что, обращайтесь. Не, ну а ты чё ждал? Так, пора поработать.
Точки свои. Шаг первый. Сменить кабинет. Так, и чё? Ну, ничего не... Угу. Ух ты. Как классно. В такой обстановке будет заниматься. Водопады. А, нет, он тут аквариум. Вероятно, машина убийцы Chevrolet Malibu 8.3. Ни отпечатков, ничего. Ни единой зацепки. Распространенный вид. Никакого толку. Самые обыкновенные орхидеи. Их полно в любом магазине. Это уже был, да? Ничего нет пока что. Жертва мастера оригами. 8 жертв за 3 года. Мальчики. 9-13 лет. Ни следа насилия. Жертвы пропадают в общественных местах средь бела дня. Ни одного свидетеля. Жертв находят через 3-5 дней. Утонувшими. В дождевой воде.
Все тот же ритуал. Оригами в ладони, орхидея на груди. Всех жертв находили примерно через 6 часов после смерти. Значит, убийца топил их не сразу, через несколько дней. Допросили 3500 человек. Больше сотни подозреваемых. И ни единой зацепки. Угу. Область действия убийцы велика. Он быстро осмелел и удалился от базы. Искать его таким образом бесполезно. Ну, хоть что-то. Все тела обнаружили рядом с железной дорогой. И все жертвы пропадали осенью. Убийца белый, возраст 30-45 лет. Уверен в себе, умен и решителен. Очень собранный, водит машину. Работает наверняка в свободном графике. Убийца белый, возраст 30-45 лет. Уверен в себе, умен и решителен. Очень собранный, водит машину. Работает наверняка в свободном графике. Вот с рукой случилось. Ну вот, началось. Надо пойти умыться. Мне это нужно, иначе я могу потерять сознание. Так, что нужно? Спокойно. Спокойно. Я смогу. Я обойдусь и без этого. Отца допрашивают. Это лейтенант Блейк, мистер Марс. Расскажите, что произошло. Сегодня днем мы с моим сыном пошли гулять в парк. Мы немного поиграли. Он решил прокатиться на карусели, сел на одну из деревянных лошадок. Я на секунду отвернулся, а Шона уже нет. Во сколько именно вы пришли в парк? Попробуйте вспомнить точно, мистер Марс. Каждая мелочь имеет значение. Приблизительно в... Так, половина шестого где-то, точно не скажу. блин, Во я что не сегодня помню. был одет ваш сын? На нем была куртка
Коричневый, зеленый. Зеленая. И еще штаны. Коричневый, по-моему. Коричневые. Как Шон умудрился пропасть у вас из-под носа? Разве вы не были рядом с каруселью? Конечно, был. Да нет, я не уходил, я смотрел на карусель. Как мог Шон и... исчезнуть, если вы не отходили от карусели? Я не знаю. Сам не понимаю. Вы были в парке сразу после школы. О пропаже сообщили в 8:45. Почему так поздно к нам обратились? Так. Запаниковал, ждал, искал. 3. Я пошел домой и ждал его там. Подумал, может, он пошел к другу и скоро вернется. Ладно. Больше вопросов у меня нет. Вы свободны, мистер Марс. Мы будем продолжать поиски Шона. Если возникнут вопросы, вам позвонят. Мог это быть мастер оригами? Слушайте, скорее всего, он просто сбежал и через пару часов вернется. А что, если это все-таки он? Тогда у нас есть 4 дня на поиски. 4 дня, да? Ну, я не помню, наверняка. Я забыл, кстати. Что-нибудь известно? Нет, пока нет. Но поиски продолжаются. Они думают, это мастер оригами? Пока рано об этом говорить. Но полностью исключить нельзя. Что стряслось, Итан? Как можно было его потерять? Как ты вообще мог отвернуться? Неужели это настолько сложно присмотреть за ребенком в парке? Зачем ты ушел, Итан? Куда? Мало тебе одного Джейсона. Извини. Случайно сорвалось. Я так волнуюсь. Я не вынесу. Да уж, ужас, конечно. Так, теперь за него, да? Частный детектив. 20:52, вторник. Здрасте. Доброго вечера, сэр. Что вам угодно, сэр? Поговорить. Меня зовут Скотт Шелби, я частный детектив. Я расследую дело мастера оригами. У меня есть пара вопросов. Мой сын уже мертв, мистер Шелби. Мне нечего добавить. Я тоже терял близких. Я вас понимаю. Тогда вы поймете, почему я не хочу говорить об этом. Убийца похитил еще одну жертву. Такого же мальчика. Как ваш сын, Реза. У нас 4 дня, прежде чем еще одно тело найдут на пустыре. Никто не беспокоился о моем сыне. Я прошу вас, уходите, сэр.
О, а у вас есть винтолин? Заодно уж. Хоть, по крайней мере, с пустыми руками не уйду. Идите до конца и направо. Спасибо. Астма. А, ну да, он же астматик. Добрый вечер, сэр. Я могу вам чем-нибудь и помочь? Гони сюда выручку. И не смей рыпаться. Открывай кассу, ублюдок. Бабло на прилавок. Черт, ты чё, оглох? А ну открывай гребаную кассу, живо! Нет, сэр. Вы не вправе лишать меня этих денег, заработанных честным трудом. Я не отдам их. Ты что сказал? Ты вообще охренел, козел? Ты не догоняешь. Сейчас получишь чертову пулю промеж глаз, если будешь борзеть. Ну! Не оборачивайся. Не оборачивайся. Эти деньги мои. Вам лучше... Тысяча благодарностей. Не знаю, что случилось бы, не будь вас здесь. Хоть не зря время потратил. До свидания. Когда мой сын Реза пропал, мне пришло письмо с багажной квитанцией. В ячейке лежала коробка. Я не понял, что это значит. Но думаю, что это было послание от того, кто лишил меня сына. Можно? Молчал сразу. Прошу, возьмите коробку, раз это может вам как-то помочь. Я не сумел спасти Резу. Но, может, вы сможете спасти другого мальчика. Мистер Шелби, я было поверил, что в этом мире ни от кого нельзя ждать добра. Теперь вижу, что ошибался. Так, а это за проститутку, что ли? Среда 2:44. Нет. Нет, это не похоже на его жену. Это какой-то, походу, новый персонаж. Так. Маньяк-убийца.
Одна в таком доме, что она делает? Ничего не понравилось. И что? Сюда, может, куда-нибудь? Таблетки жрет. Кстати, никогда не понял, почему вся молодежь сидит на таблетках. Очень многие, кстати. Вообще не понимаю, что случилось-то с людьми. Да. О, можно одеться. Или наоборот раздеться. Так, ты не хочешь еще что-нибудь одеться? Или только в трусах будешь ходить? Ну, чувствую себя как в игре в Sims. Ой, простите. Все базовые потребности выполнили Симов. Правильно, электричество надо экономить. Что случилось? Таблетка начала действовать. Так, а куда мне идти-то? Оба-на, холодильник.
Опа-на. Здесь кто-то есть. Кто-то проник в квартиру. Телефон на столе. Позвать на помощь. Дверь. Другого выхода нет. Надо попробовать до нее добраться. До двери. Вот черт. Так. Грабитель. Черт. Что нам всадил? Ага. Че, их двое? Ни хрена себе. Их двое. Трое? Черт. Насилуют, что ли, будто? Телевизором сейчас сранил. Черт возьми. Трындец. Так, туалет. Опа-на. Черт. Это был сон. Я уж, блин, тут пересрал вместе с героиней. Хрена себе. Что хотели, непонятно. Их сколько их было-то? 4, что ли? Получается, если в бане еще один был. Ух. Так, ну я думаю, это все. Так, это загрузка. Так, а что тут, как тут? Ну, по идее, папарацци. Ну да. Пролог, папарацци. Да, все правильно. Ну что, ребят, сегодня все. Это было прохождение Heavy Rain. Остальное в следующий раз. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Следить за обновлениями канала в социальных сетях. Ссылки есть в описании. Также в описании есть ссылочка на донат. Ваша поддержка очень важна для развития канала. Ну и до выхода стримов, друзья. Всем пока.